Исходя из имеющейся базы знаний, полученных как в атеистической системе образования, так и в синодальном education, мы воспринимаем мир как большую коробку, содержащую в себе множество раздробленных вещей. Галактики, кванты, планеты, растения, различные формы биологической жизни, человеческие цивилизации, ну и все остальное. Другими словами, есть одна большая Вселенная, состоящая из множества самых разных вещей, размер которых значительно меньше всего космоса. Из этого следует вывод: если все малые части Вселенной сложить вместе, то получится один большой космос. Соответственно, если из космоса убрать половину звезд, допустим, то получится половина Вселенной. Если из таблицы Менделеева убрать половину элементов, то вселенская материя сократится вдвое. Если к Вселенной прибавить еще одну половину другой Вселенной, то тогда получится полторашка космоса. Ну и так далее в том же духе. Подобный способ измерения характерен для рационально-материалистического мышления, основанного на индуктивном методе мировосприятия. Это когда мы измеряем Вселенную категориями видимого мира, будто бы все вещи состоят исключительно из материи. Данный порядок вещей вкладывается в наше сознание с самого детства, и мы, в общем-то, не видим здесь какого-либо подвоха. Нас приучили мыслить в одноклеточном формате. Дескать, Вселенная может представлять собой только космос с бесчисленным множеством галактик, звезд и планетарных систем. И никакой другой она быть в принципе не может. Однако в действительности, с точки зрения настоящего естествознания, то есть науки об устройстве природы, каждый элемент, будь он атомом, бациллой, слоном или даже целой галактикой, все они по отдельности содержат в себе один и тот же набор энергий мироздания. То есть каждая часть мироздания представляет собой полноценную Вселенную, а не только какой-то исчезающий малый ее кусочек. Размер здесь совершенно не имеет значения. В истинной картине мироустройства Вселенная состоит из множества других вселенных. Для того, чтобы разобраться в этом, на первый взгляд, совершенно парадоксальном законе бытия, необходимо проникнуть в природу каждого явления. Нужно проследить весь путь членения троического света от агнца и до изучаемого предмета. Вот тогда мы поймем суть всех вещей и увидим нечто удивительное. Мы увидим, что каждое явление, каждый предмет или событие по своей природе являются отдельным подобием троического мира. И тут мы вспомним о главном ипостасном принципе, о том, что каждая ипостась является носителем всей сущности Бога, а не какой-то ее части. Аналогичным образом устроено и творение. Каждая тварная вещь, подобно ипостаси, является носителем всей Вселенной, а не ее части. Каждая частица мира – это равноценная Вселенная, а не жалкий кусочек материи или
какая-нибудь жалкая тварь дрожащая. Это совершенно не так. По своей природе, что булыжник, что червяк, стадо слонов, допустим, планета, звезды, все это отдельные и полноценные вселенные, владеющие энергией всего мира, всей вселенной. Что молекула, что бацилла, даже в самой мельчайшей частице материи содержится энергия всей вселенной, а не ее какая-то часть. Это аксиома истинного мироустройства. На первый взгляд, такой порядок, конечно же, кажется немыслимым. Что может быть общего между яблоком и галактикой, насекомым и планетарной системой, кроликом и звездой Сириус? На первый взгляд, все эти вещи кажутся не только не взаимосвязанными, но и еще и имеющими совершенно разную природу. Однако, если мы попросим у Бога немножечко ума и постараемся внимательно проникнуть в суть природы каждого явления, то мы с удивлением обнаружим следующее. Во-первых, все тварные вещи в прямом смысле создаются посредством одной и той же силы вечности, являющейся Божиим агнцем. То есть на изначальном уровне все вещи уже имеют причастность к одной природе. Во-вторых, каждая вещь создается посредством животворящего креста или тетраморфов. Троический свет преломляется и, подобно евхаристическому агнцу, разделяется на 4 главных части, как это делается на проскомидии. 4 части символизируют 4 луча животворящего троического креста. Данные части, упрощенно говоря, можно сравнить с 4 кусочками универсального пластилина. Посредством премудрости Божией из этих 4 частиц Творец создает все вещи тварного мира. Кролик, майский жук, булыжник, луна, звезды, Сириус, молекула воды и сама Вселенная во всей своей совокупности. Любое явление тварного мира слеплено из одной и той же четырехчастной творческой силы Бога, именуемой животворящим крестом или тетраморфами. Нужно подчеркнуть, что из данных 4 кусочков универсального пластилина только один является энергией материального видимого мира. То есть в реальности любой сотворенный предмет или явление только внешне состоит из материального пластилина, так сказать. Внутри есть еще 3 слоя совершенно другой субстанции, имеющей метафизическую природу. Отрицание данного факта равносильно утверждению, что, допустим, курица состоит только из внешнего перьевого покрова. Атеистическая наука, образно говоря, совершенно не учитывает существование биологического организма курицы, состоящего из скелета, мышц, нервной, кровеносной, пищеварительной и прочих систем. Материя – это только внешняя оболочка. Истина и премудрость заключается в том, что размер и форма материального объекта не имеют значения. Набор пластилина всегда один и тот же, но вылепить из него можно бесчисленное множество совершенно разных предметов по внешнему виду. Однако внутри у всех
этих предметов находится один и тот же животворящий крест. Животворящий крест является универсальным творческим инструментом Бога. Тетраморфы – это универсальная кисть Творца, посредством которой Пресвятая Троица живописует Вселенную и все, что в ней. И главной особенностью данного инструмента является то, что каждый отдельный элемент творения создается не только как часть от целого мироздания, но одновременно эта же отдельная часть сама по себе является полным мирозданием. Потому что как большая Вселенная, так и все отдельные ее части, все создается из одних и тех же 4 кусочков вселенского троического пластилина. Размер значения не имеет. Это только на 4-м уровне энергия видоизмененного троического света приобретает форму трехмерного мира, измеряемого в метрах, массах, световых годах. Однако внутренняя небесно-земная метафизическая структура каждого предмета, будь то галактика или жук-скоробей, все они имеют структуру целостной Вселенной, всего космоса целиком. Просто в материальном мире эта структура одевается в разные одежды. В результате получаются галактики, деревья, бабочки, кролики. Этот процесс можно сравнить с костюмированным представлением. Допустим, на детском утреннике вся группа нарядилась в разные костюмы. Одни малыши играют роль звезд, другие атомов, третьи насекомых, 4-е птиц, 5-е сезонов года, ну и так далее. Все костюмы представляют собой совершенно разные и несоизмеримые явления материального мира. Но одеты они все на одних и тех же мальчиков и девочек. Таким образом, как премудрость Божия, так и суть духовного взгляда на мир заключаются в том, чтобы за внешним фасадом, имеющим, как правило, несоизмеримые размеры и формы, всегда видеть единую сущность всех сотворенных предметов. Она заключается в том, что внешняя оболочка и Солнца, и жука-скоробея – это материальные одежды, натянутые на внутреннюю невидимую структуру индивидуальных вселенных. И также на невидимом уровне посредством особых связей все разнообразие локальных вселенных собирается в единую систему глобальной вселенной, в единое мироздание. Аналогичным образом, но посредством премудрости человеческой, создаются разнообразные миры в компьютерных технологиях. Виртуальные вселенные, возникающие на экранах мониторов, могут представлять собой рабочую программу, текстовый документ, фильм, музыку, игру. Мир электронных файлов и программ чрезвычайно разнообразен. И на первый взгляд также кажется, что все эти вещи не имеют между собой ничего общего. В самом деле, что может быть общего между текстовым файлом и трехмерной реальностью какой-нибудь игры? Однако данное многообразие компьютерных миров создается всего лишь посредством 2 проводов питания и 2 значений программного кода. И вот из этого своеобразного подобия энергии Земли и неба, подобие звездицы, и создается
столь разношерстный компьютерный мир. Таким образом, все вещи компьютерного мира на базовом уровне имеют одну и ту же природу. Все программы, фильмы и игры слеплены из одних и тех же 4 кусочков компьютерного пластилина. Подведем итог. Принцип множественности вселенных является основополагающим в понимании реальной картины мироустройства. Нам крайне важно отойти от дробного мировосприятия, навязанного матрицей. Очень много людей не могут до сих пор разгадать тайну гравитоплана Гребенникова. Прошло уже больше 15 лет. И все из-за того, что изначально заложен неверный принцип самого мышления. Исследователи пытаются создать устройство, но нужно моделировать Вселенную. И Тесла, и Гребенников мыслили именно категориями целостных миров. Когда они создавали свои гениальные изобретения, они строили не какие-то агрегаты, выглядящие как электромобиль или гравитоплан. Из 4 кусков универсального вселенского пластилина они лепили свою собственную оригинальную вселенную. И в конечном итоге она получала какую-либо видимую форму, что было не особо важно. В частности, Гребенников изначально собирался платформу сделать треугольной. Важно другое. Важно, что главным инструментом любого настоящего Творца, как Бога, так и человека, является производная от скрещивания лучей троического света, то есть животворящий крест, или, другими словами, те самые тройка, шестерка и девятка, о которых говорил Тесла. Это структуры скрещенного троического света, являющиеся творческим инструментом Бога. Таким образом, животворящий троический крест – это творческий инструмент, созданный Богом для моделирования различного вида вселенных. И другого способа построить что-то действительно новое, важное и большое не существует. Потому что даже самая малая новая вещь по своей природе является вселенной. Вот на данной карте показан правильный порядок мироустройства. 3D-принтер – это аллегория троического света. 4 домика, выезжающие из 3D-принтера, показывают принцип моделирования мироздания. Всякая вселенная создается посредством 4 домостроительных лучей троического света. 4 домостроительные энергии, собираемые в целое, являются творческим инструментом, посредством которого и создаются необыкновенные целостные мироздания, необыкновенные вещи. От гениальных изобретений до исцелений и прочих чудес. Исцелить – это значит собрать природу человеческой вселенной, человеческого мироздания в целостное состояние. И так во всем. Сделать гравитоплан – это значит в правильном порядке собрать природу 4 энергий творения в целое. Вот таким дедуктивным образом нам необходимо мыслить, чтобы понять истину об устройстве творения. Нужно мыслить категориями вселенных и в каждом предмете видеть мироздание. Целостным и завершенным миром должно быть абсолютно все. И стихотворение, и вскопанное поле. Поэтому и Виктор Степанович Гребенников назвал свою книгу «Мой мир».
Для этого он и сферораму построил, представляющую собой модель локальной Вселенной. Также и сам гравитоплан является формой локализованной Вселенной. Посредством 4 сил тетраморфов платформа создает свои собственные время, пространство и гравитационное поле.